Друзья, всем привет! С вами Витек на связи, вы на YouTube-канале Мусорщик, наш YouTube-канал про свалку, про все то, что можно на ней найти, как на этом деле заработать, кто на ней и как на ней живут. А еще про барахолочку. С нашими людьми леса, с благотворительностью и уже с ведением двух каналов, я напоминаю, я открыл второй канал «Стол добрых дел» вместе с моим другом Женей. Кстати, ссылочку закрепляю вам в комментарии обязательно. Там мы творим добро вашими и нашими руками. Обязательно переходите, подпишитесь и посмотрите. Так вот, со всей этой суматохой я совсем забыл про находки на свалке. Вот отработав неделю на своем мусоровозике, выгребав кабину от находок, думаю, ну хоть и не на свалке, но все же это мне попадалось. Это же деньги из мусора, и мы пойдем в субботу на барахолку эти предметы продавать. А дай-ка я засниму видосик, что же удалось найти за неделю в мусоре. Деньги из мусора, поехали смотреть. Ну, что хочу сказать, шипит воздух с машины, сходит. Так, товара относительно немного, но вот все, что попадалось. Попалась мне, ничего себе, боксерская груша, очень тяжелая, сломался замок. Ну, каково же было мое удивление, что она насыпана, ребята, обычным песком, она очень тяжелая. Ну вот, когда я ее приволок, открыл, она целенькая, все примерно чуть выше по колено. Хорошая груша. Вот так вот тут такая заправочка. И вот так вот все дело делается, подвешивается обычным песком. Тяжелая пипец. Ну, прикольно. Также на этой неделе удалось из мусора найти два вот таких вот магнитофончика. Их порой покупают на рынке, недорого. 10-15 рублей, но тем не менее покупают. Пакетик. Это от барахла не пригодится. Вот второй магнитофончик. Я уже сказал, два магнитофончика. Есть находки не очень интересные. Вот, например, сегодня я нашел, друзья мои, вот такую книгу. По-моему, если я не ошибаюсь, это немецкий словарь. Но это не просто немецкий словарь. Прошу вашего внимания. Не зря я тут практически в белых перчатках. Это не просто, друзья, немецкий словарь. Это словарь. Где-то год был. А, вот. Это словарик 1955 года. То есть он такой достаточно старенький. Именно поэтому я его взял в хорошем состоянии. Надеюсь, что я его продам. Так что сюда в сторонку отложу. А вы обязательно напишите комментарий, прав я или нет. Так, что еще с интересного? Честно говоря, устал за день, но хочется заснять такой обзорчик, потому что мне попалась вроде вчера вот эта игровая приставка. У кого такая была, обязательно напишите. Тут же к ней в пакете вон джойстики есть два. Короче, игровая приставка. В новом достойном состоянии рабочие ботинки. Кстати, хорошо продаются на рынке, посмотрите. Ну, это размер вот 44, но они новые, связанные, вот рабочие. Может, где-то с производства списали, откуда, не знаю. Ну, вот новенькие, рабочие боты, кирза. Так, приставочка игровая, первый раз такую нахожу. Была вот такая ваза, по-моему, была в понедельник. Ну, вот, вроде красивая, ничего такого. Но вот тут где-то была. Сейчас покажу. Вот тут такие есть маленькие повреждения, сколики. Поэтому, я думаю, такую вазочку может за 5-10 рублей, да и удастся продать ввиду ее дефектности. Куча тарелок, и также вон тоже ваза, тоже с дефектами, селедочница, какой-то подсвечник. Угу-гу-гу-гу. Так. Угу-гу-гу-гу. Это мельхиоровые вилки-ложки. Это вам не очень интересно, вы все это знаете. В кодек, в коробочку сложил вот такие вот вещички. Чтобы не побить, маленький чайничек-диванчик, какая-то фарфоровая штучка. Стакан. Стакан взял, карта мира. Может быть, за рубль кто-то купит. Крышек у меня стали заканчиваться, давно их не продавал. Такие вот для микроволновки тарелочки целенькие повыбирал. Ну, пауэрбанчик один, по-моему, 1000 на 10. Redmix. Ну, разрядился, показывал, подавал признаки жизни. Собственно говоря, потому я его сюда и взял. Пару баллонов краски. Разноцветная. Вот краска. Тут в пакете. Обезжириватель. Пригодится в хозяйстве. Мало ли что подкрасить. И веку, например. Вот еще краска, видите. Тоже где-то что-то подкрасить. Фотоаппарат, но в ужасном состоянии. Чайка. Весь в песке, конечно же. Ну а что? Ну, свалка ж найдем. Что-то пару одноразок. Мобилочка такая была. Телефоны сейчас скупают на лом, поэтому не продастся, пойдет. Что у нас тут еще интересного? Ну, там еще он есть два пауэрбанка. Один, вот видите, лежит. По-моему, 20-тысячный.
Ну, уже такое, видите, состояние. Ну, если на аккумуляторы разобрать, за 5 продастся, даже на элементы продастся за 5 обязательно. Так. Что тут у нас интересного еще? А, вот этот мешочек достаточно интересный. Опять же, взял таких пару тройников, потому что неделя вообще пустая, а их по 2,50 люди покупают. Это блок розеток в гараж сделать вот за 2,50 отлично. Вот, в хорошем состоянии сегодня у меня была вот такая смена. Нет, не смена, FET. FET 3, еще был еще один фотоаппарат. А, это Люма. Люма, ну такой фотик не очень. А вот смена классная, мне понравилась. Сейчас покажу. Смена, говорю, FET. Да, FET 3. Почему смена? Я где-то видел, наверное, смену. Открываем. Легко, аккуратно. Я уже купил, друзья, себе GoPro микрофоны. Скоро будет новый формат видосов. Вот в таком состоянии, с линзочкой, посмотрите. Со значком Олимпиады. Просто вот FET 3. Состояние шикарное просто. Тут рабочий фотоаппарат. Старенький, но рабочий. Ну, Люма, обычный фотик. Я вам уже открывать не буду. Вот так вот. FET 3. Такие находочки. Так, пластинок немножко было. Ну да, было. Пластиночек с десяток какой-то, да, насобиралось. Разных абсолютно певцов и музыкантов. Вот. Планшеты были, друзья мои, аж целых 3, но все в ужасном состоянии. На лом, либо на продажу. Из десяток телефонов в мешок накидал. Абсолютно разных. Вот. Также есть 2 ноутбука на запчасти. Ну, скорее всего, идут на платы. Что у меня тут еще было интересного под носом? Я уже и сам не помню. Неделька. А, ну там материнка. Материнская плата, пару процессоров. А, я же кабину кое-что интересное положил. Сейчас покажу. Да, друзья мои, чуть было не забыл. Вот такой вот проектор какой-то, не знаю. Блочок обрезанный, также 2,50. А из супер интересных находок. Ну, процессор понятно. На лом сдадим. Во, ребятки. Но, к сожалению, это просто корпус. Но он позолоченный, АУ5, можете наблюдать. Поэтому это дополнительно к нашим заработанным денежкам на вывозе мусора копеечка. Советские коньки. Ну, зима на носу, думаю, почему бы и не взять. Ой, а тут у меня, ребят, полный мешок барахла на самом деле. 2 чугуневые сковороды. Целые. По 5 обязательно уйдут. И целая куча. Так, вот это, кстати, я так и не узнал, что. Тут какая-то лампа, зарядка. Раскрывается. На фен не похоже, потому что есть лампочка. Короче, так и не разгадал, что это. Крышечка. Ну, инструмента, блоки питания. Кстати, по инструменту, что было из интересного, это вот такие вот пилки. Я себе совсем недавно такую покупал. Пилу, у меня есть к ней все. Шина, аккумулятор, цепь. Ну, вот, поэтому я их, наверное, заберу домой и попроверяю. Возможно, рабочие, может быть, людям леса и соберем что-нибудь такое вот. Тянем аккумуляторная пила. Зачем? Ну, вообще, штука классная, на самом деле. Вот я езжу по дачам, кусты обрезать, ветку, которая бьет сиденье. Ой, сиденье. Которая бьет зеркало. Очень удобная штука. Вот такие вот пилочки. 2 штуки. Лобзики. Шлифовальная машина. И что-то там, о, видите, даже в упаковке. Вот такая вот пилка была. Не знаю, может, сервиса с какого-то. Ну, в общем-то, 3 пилы. Так это все дело выглядит. Также немножко улыбнулась мне и удача, друзья мои, по медяхе. Ну, вот такое количество медяхи. Тут, наверное, килограмм под 40 будет. Кабеля разные. Такой тоненький. Вот такой многожильный. Все это, конечно, надо разбирать, спаливать. Но, тем не менее, медь есть медь. Что вам еще показать? Вот такой мне понравился вообще. Вот, смотрите какой. Жилки 1,5, 4 жилы. Ну, тут, конечно, уже такие кабеля да кабеля. Это тоже был понедельник у нас такой хороший. Так что, ну, вот как-то так прошла моя неделя. Были и находки, были и заработки. Ну, а мы в эту субботу торгуем с друзьями на барахолке. Рынок Жданович. Обязательно приезжайте. Барахла хватит на всех. О, блин, забыл заснять мотор от триммера. Ну да ладно, тоже его возьму на барахолку. Обязательно всех жду на барахолочке. Поле чудес Минск. Деньги из мусора. С вами был Утек Мусорщик. Ставим лайк, не забываем подписаться, чтобы не пропускать наши видеоролики. Всем пока.